Привет всем, с вами Катерина и наша еженедельная рубрика «Чего новости?». Новости Турции, туризма, а также турецких звезд. Ребята, сейчас очень важная информация. Теперь мои выпуски будут выходить по средам, а не по вторникам, как это было раньше. Все это связано с тем, что я нашла работу выходного дня, и теперь, к сожалению, я буду занята в субботу и воскресенье, как раз в то время, когда писала для вас сценарий. Поэтому следующий выпуск выйдет уже в среду. А сегодня же нас ожидает очень интересный выпуск. Купаться опасно. Почему вся Турция замерла? Энгин Акюрек о лицемерии, Салих Бадемджи покоряет мировой прокат, Ибрагим Челикол, почему все начали говорить о разводе? Туба Буикустун пишет сценарий. Диметус Демир следит за скидками. Керем Бурсин и наша Маниша скоро встретятся. Ханде Эрчел и неуважение турецких журналистов. Джан Яман, пожалуйста, прекратите. Обо всем об этом и не только в нашей любимой рубрике «Чего по звездам». Погнали! Наш список документов, необходимых для того, чтобы приехать в Турцию, а я еще раз напомню о необходимости получения HES-кода. Что такое HES-код, где он пригодится и как его получить, я более подробно рассказываю вот в этом видео. 10 ноября вся Турция буквально замерла в память о Ататюрке. Основатель и первый президент Турции Мустафа Кемаль Ататюрк скончался в 9 часов 5 минут в возрасте 57 лет. Во дворце Долмабахче в Стамбуле. С того времени каждый год 10 ноября в момент смерти основателя современной Турции по всей стране звучат сирены. Люди останавливаются и жизнь замирает. Так люди чтут минутой молчания память о Ататюрке. Сбор киви начался в районе Феке, Аданы. Киви продаются в саду за 4-5 лир за килограмм. 4 года назад Управление сельского лесного хозяйства выдали фермерам, которые выявили желание заниматься взращиванием киви, саженцы, проволоку и подвесные железные спицы. Саженцы начали приносить плоды только сейчас. Счастью фермеров нет предела. Жители сразу нескольких турецких провинций в понедельник вечером стали свидетелями необычного яркого свечения в небе, которое было похоже на падение метеорита. Согласно опубликованным сообщениям в социальных сетях, предполагаемый метеор был виден из следующих провинций: Анкара, Бурса, Стамбул, Коnya, Измир, Сакария, Анталия, Дюдже, Экси-Шехир, Денизли и нигде. Мне кажется, с нигде было лучше всего видно. Трое аистов, которые получили травмы во время миграционного пути, были доставлены на ферму престарелых животных в Бурсе. Ветеринары ампутировали поврежденные крылья у 2 из 3 аистов на пути миграции. Один из них, к сожалению, лишился ноги. В связи с этим были начаты необходимые исследования для протезирования. На ферме аисты уже подружились со всеми обитателями. Мустафа Мухаммеди прибыл в Турцию из Афганистана 2 года назад. Собрал металлолом в своей мастерской и построил дома электрический вот такой вот красивый велосипед. Мухаммеди сделал дизайн и некоторые материалы для своего электрического велосипеда. В общем, конструктору такой электрический велосипед обошелся в 4000 лир. И собрал он его за 50 дней. Я с детства любил что-то собирать. Когда я жил в Афганистане, я построил автомобиль на солнечной энергии. Такого еще никто не делал. Я думаю, что и в Турции смогу повторить то же самое. В 60-е годы на Эминяню жил вот этот пеликан. Его звали Яшар. В то время он буквально был легендой района Эминяню. Он присутствовал не только на фотографиях и видеохрониках всех туристов того времени, он даже успел попасть в кадр нескольких голливудских картин. Что с ним стало потом, к сожалению, история умалчивает. Но жители Стамбула по-прежнему вспоминают птицу и говорят, что он был символом и духом района Эминяню. На этой картинке госпожа в турецком национальном костюме со своей служанкой в хамаме. Прошу обратить внимание на их обувь. Их название налын, либо такуния. Так называются специальные деревянные башмачки, шлепанцы. В чем разница между ними? На высокой платформе эту обувь называли налын. Название моделей попроще – такуния. Использовалась такая обувь в помещениях с влажным полом. Модницы того времени одевали такую обувь не только для походов в хамам, но также для походов к мясникам, в пекарне, а также в мечети и в специальные места для омывания. Сначала эта обувь была абсолютно простой. Со временем же ее научились украшать резьбой, перламутром и росписью. Особо зажиточные модницы могли себе позволить налыни либо такунии из серебра. Высота платформы зависела от моды. В 18 и 19 веках она доходила до 35-40 сантиметров.
Представляете, чтобы сходить в хамам, нужно было научиться ходить на ходулях, в прямом смысле этого слова. А нам в фильмах показывают, что это было все так романтично и красиво. В Турции помимо турецких сериалов и фильмов также снимается голливудское кино. Пожалуй, один из самых известных фильмов – это «Джеймс Бонд. Из России с любовью», в которой снимается Шон Коннери. Несколько фотографий с мест съемок. Как эти места выглядели тогда и как они выглядят сейчас. У берегов Муглы замечена стая акул. На видеокадрах заметны плавники 5-6 акул, которые подплывали к берегу и явно испугали очевидцев данной необычной ситуацией, напоминающей кадры из фильмов ужасов. Несмотря на то, что все виды акул, проживающих в Восточном Средиземноморье, являются безопасными для человека, подходить ближе и плавать с ними никто из присутствующих на пляже не захотел. А что же у нас творится там, на нашем звездном небосклоне? Ребята, очень важная информация для всех тех, кто пропустил начало. Теперь мои выпуски будут выходить не по вторникам, как это было раньше, а по средам. Все это связано с тем, что я нашла работу выходного дня. Надеюсь, для вас это будет также комфортно и удобно. Ну и, конечно же, я не устану благодарить каждого из вас, кто ставит лайки, а также пишет комментарии. Я уже узнаю вас по именам, и для меня вы не просто зрители. Вы так же, как и я, создаете эти новости, так как именно благодаря вашим комментариям я понимаю, про какие сериалы и звезды вам слушать интересно. А для моих же новых зрителей я напоминаю о том, что в рубрике «Чего новости», а также «Чего по звездам» отображается мнение турецких СМИ, а также турецких граждан, а не мое личное. Я обещала вам рассказать о новом сериале «Ханде Doğandemir». В сериале телеканала Стар ТВ под названием «Скрывая нашу маму» Ханде Doğandemir предстанет в персонаже Хандан. Хандан будет матерью 3 детей. В трейлере сериала Ханде показана как охотница за богатыми людьми. Поклонники очень сильно восхитились новым образом актрисы и пишут комментарии в социальных сетях о том, что новый образ, а также красота Ханде Doğandemir завораживает и что они с нетерпением ждут сериала. Сериал «Клуб» вышел на Netflix. Салих Бадемджи заставил своих поклонников снова впечатлиться хорошей игрой и перевоплощением в своего персонажа. СМИ пишут о том, что ни Gökçe Bahadır, ни Барыш Ардуч не смогли сделать настоящего прорыва, такого, как сделал Салих. Ряд фанатов в социальных сетях писали такие комментарии. Этот человек действительно превзошел самого себя. Салих очень большой профессионал, так как он хорошо вживается в каждую свою роль. Я смотрю этот сериал только ради Салиха Бадемджи. И знаете что? Я с ними согласна. Салих действительно в сериале «Клуб» был просто великолепен. Однако, как ни прискорбно, Шоу ТВ приняло решение о закрытии телесериала «Лжец», в котором играет Салих Бадемджи. Итак, сериал выйдет в финал уже на 10-й серии. Сказать о том, что его фанаты очень сильно грустят по этому поводу, не сказать ничего. Но что поделать, рейтинги нам показывают одно. Грустить и смотреть – это не одно и то же. Еще один сериал, который сейчас находится на очень шатких позициях, это сериал «Чужая девушка» Fox TV. Телекомпания Fox TV объявила о том, что 5-я серия, которая выйдет 20 ноября, станет решающей в жизни сериала. Если рейтинги снова не покажут желаемых результатов, к сожалению, сериал выведут в финал. Трейлер к новому сериалу Fox TV «Заключенный», который планировался где-то в декабре, уже вышел в эфир. В главных ролях голубоглазый красавец Онур Туна. Сценарий сериала таков. Ферит Булут, которого играет Онур Туна, прокурор-идеалист, просыпается однажды утром в тюрьме. Он ничего не помнит, но его судят за убийство жены и дочери. Сможет ли Ферат доказать свою невиновность? Съемки сериала «Заключенный» проходят в Стамбуле. Команда работает в интенсивном темпе. Дата выхода сериала пока еще неизвестна. Сериал «Гостья» в четверг вышел с 1-й серии на Fox TV. Конечно, как я ожидала, рейтинг сериала оказался не таким уж и высоким, но не таким уж низким. Как пишут турецкие СМИ, рейтинг был вселяющим надежду. Поклонники 2 главных актеров были в восторге. Буйра Гюльсой, который в прошлом сезоне сериала «Пробуждение. Великие сельджуки» сыграл брутального Меликшаха, в новом сериале предстанет перед зрителем в абсолютно противоположном образе отзывчивого и доброго папу. Актриса Хазал Кая, которая в связи с рождением ребенка брала небольшой перерыв в съемках, в прошлом году снялась в кино.
Однако получила за эту работу очень холодную оценку от своих поклонников. Сейчас ее фанаты в восторге. Многие из них пишут: «Я смотрю этот сериал и вижу абсолютно другую Хазал. Выражение ее лица и взгляд. Одним словом, Хазал, вы великолепны». Знаю, что многие из вас уже посмотрели сериал «Азиз». Пожалуйста, напишите комментарии, что вы думаете по поводу сериала. Мне лично будет очень интересно обсудить его вместе с вами. Сериал «Азиз» покоряет рейтинги своего дня и занимают лидирующие позиции во всех категориях. Альп Арслан Великий Сельджук вышел на экраны в понедельник. Первая серия показала себя в рейтингах очень хорошо. Также сериал Альп Арслан был представлен на кинофестивале Коркут-Ата. На кинофестивале присутствовало большое количество актеров и представителей тюркских республик. В этой встрече также приняли участие Барыш Ардуч и Фахрие Евджен. А также на этой неделе состоялся торжественный показ первой серии сериала Альп Арслан. Интервью с Барышем Ардучем вы можете посмотреть в моем экспериментальном разделе «Интервью». Напишите, пожалуйста, интересен ли вам такой формат или нет. Стоит ли мне размещать на своей странице интервью с вашими любимыми звездами. Или же проще посмотреть все интервью с Копом в моих выпусках «Чего новости». Также на этой неделе активно обсуждался гонорар Барыша Ардуча, который принял участие в церемонии переизбрания президента Чеченской Республики. Согласно новостям Милиет, гонорар актера за 2 дня составил ошеломляющих $100 тысяч США. Поверьте, для Турции сейчас с такой плачевной экономикой это деньги просто невероятные. Что ж, за Барыша Ардуча можно только порадоваться. Фахрие Евджен также предстала пред журналистами на торжественном показе первой серии сериала Альп Арслан. Фахрие сказала: «Все было очень хорошо организовано. Мы смотрели хороший документальный фильм. Это было красиво и эмоционально». Фахрие также добавила, что ее муж Бурак Озчивит сейчас находится на съемочной площадке. Именно поэтому не смог сопроводить супругу на мероприятие. Также практически всю неделю Фахрие не сходила с таблоидов СМИ с ее образом, подобранным на мероприятие. Красота и благородство вместе. Именно такими словами стилисты охарактеризовали образ Фахрие. Сериал «Девушка за стеклом» по-прежнему занимает лидирующие позиции в рейтингах четверга. Главная актриса сериала Бурджу Береджик положила конец абсурдным заявлениям. Напомню, что на прошлой неделе СМИ активно писали новости о том, что Бурджу не просто покидает проект, а то, что актриса попала в аварию. И в связи с этим ее заменит Неслихан Атагюль. Бурджу выложила вот это видео у себя в Инстаграме и сказала: «Нет, слава богу, я не попала ни в какую аварию. Я очень хорошо себя чувствую и не уйду с сериала». «Девушка за стеклом» выходит каждый четверг на телеканале Д. Увидимся с вами очень скоро. Энгин Акюрек, который в настоящее время готовится к съемкам сериала «Побег», выступил с речью на Brand Week Istanbul, фестивале мира брендов и бизнеса. В своей речи актер выразил свое мнение о том, что когда кто-то не искренен по отношению к жизни и самому себе, он не может ожидать искренности от других людей. Мы, актеры, входим в дом людей со своей работой. Неважно, играете ли вы хорошего либо плохого персонажа, у публики остается мнение о вас. Если вы актер и вы не можете принять своего персонажа и не верите в него, ваш зритель также не сможет принять вашего персонажа. Ложь будет видна на первых стадиях. Так мы видим, насколько искренность важна во всех аспектах жизни. К сериалу «Если мужчина любит», в котором снимется Альперен Дуймас, также присоединились 2 актрисы. К разочарованию всех тех, кто хотел видеть в роли партнерши Альперена Хавсанур Санджак Тутан, объявили, что был подписан контракт с 2 актрисами – Бюшрой Давили и Ясемин Аллен. За Ясемин можно искренне порадоваться, так как актриса, по ее словам, пережила очень большой стресс. После того, как сериал «Хорошие и плохие дни» с ее участием и с участием Элчин Сангу был приостановлен на 6-й серии. Сейчас Ясемин снимается с Кывачем Татлыту в фильме «День влюбленных». А 19 ноября уже начнутся съемки сериала «Если мужчина любит». И раз уж мы заговорили по поводу Элчин Сангу, Джерен Мурай дала интервью на этой неделе. Когда журналисты спросили о том, испытывала ли Элчин Сангу стресс после закрытия сериала «Лжецы их свечи», Джерен сказала так: «Мы все тогда были подавлены и испытывали стресс.
Не могу сказать, что кто-то из нас был более подавлен, чем остальные. Кыванч Татлыту. Съемки фильма «День влюбленных», которые начались в Карсе, продолжаются в Мардине. Его жена Башак Дазер не оставляет возлюбленного. И вместе со съемочной группой они исследуют красивый и мистический город. Кыванч Татлыту к радости своих поклонников делится большим количеством фотографий в социальных сетях. Сериал «Однажды в Чекюрово», к сожалению, не может пробиться в рейтингах телеканалов, но с уверенностью занимает главные позиции в рейтингах социальных сетей. Поклонники актера Мурата Уланмыша очень надеялись на то, что Мурат вернется в сериал «Однажды в Чекюрово». Однако желаемого не произошло. Сценаристы неделями создавали интригу, чтобы каким-то образом удержать в сюжете персонажа Демира Ямана. В 122-й серии «Однажды в Чекюрово» нашли тело Демира Ямана, и стало понятно, что актер навсегда вышел из сериала. Мурат сейчас занимается ресторанным бизнесом и проводит очень много времени в Каппадокии, в ресторане которым он открыл. У Ибрагима Челикола случился мини-отпуск, и он вернулся в Стамбул, чтобы провести время с семьей. Ибрагим занимается спортом, а также очень много времени проводит с сыном Али. После вот этой фотографии СМИ начали писать о том, что Ибрагим разводится со своей женой Михре. А после вот этого вот видео, на котором Ибрагим Челикол и Бердже Акалай совместно пришли в парикмахерскую для того, чтобы подстричь его сына Али, несмотря на заявление Ибрагима, все равно писали о том, что брак Ибрагима трещит по швам. И Ибрагим уже начал сводить своего сына с новой мамой Бердже. Приводятся факты о том, что Михре и Ибрагим не делают совместных фотографий. Однако Ибрагим на интервью сказал, что Бердже Акалай не только его друг, но и очень хороший друг семьи. Так что, мне кажется, верить этим слухам абсолютно не стоит. Также Ибрагим сказал о том, что его дела идут очень хорошо. Ему нравится в Адане, и там очень вкусная еда. Когда же его спросили о дате выхода сериала для Netflix, в котором он снимался с Бердже, актер сказал, что точной даты он еще не знает. Но, скорее всего, это случится в феврале 2022 года. Сын Али очень любит папу и не отпускает его ни на минуту. Даже когда Ибрагим давал интервью, Али присоединился к папе. Бердже Акалай дала на этой неделе интервью и рассказала о том, что она получила большой стресс от скорого закрытия сериала «Прошлое лето» и сказала о том, что теперь она сосредоточится на цифровых проектах, так как цифровые проекты не гонятся за рейтингами. Сериалы и актеры могут раскрыться. Бердже уже подписала контракт с продюсером Абдулой Озуном на новый сериал под названием «Кладбище» для цифровой платформы. Бердже не только талантливая актриса, но еще и успешный дизайнер, а также бизнес-вумен. Бердже на этой неделе представила новую коллекцию ювелирных изделий, которые были изготовлены по ее дизайну. Знаю, вы скучали по новостям у актрисы Туба Бюйкустюн, и у меня для вас хорошие новости. Туба Бюйкустюн вернулась с отпуска и сразу же дала интервью. Туба сказала о том, что ее отпуск прошел очень хорошо, и она насладилась временем, проведенным в Париже. Ее спросили о том, какие проекты предпочитает актриса – цифровые или телевизионные. При выборе проекта ее прежде всего интересует сценарий и персонаж. Актриса не подтвердила заявление продюсерской компании о том, что в скором времени начнется съемки второго сезона сериала «Другой я». Также Туба сказала о том, что пишет сценарий и кое-что еще с 2011 года и хочет сосредоточиться сейчас на этом. Когда ее спросили о отношениях с Муратом Бозом и о том, что это очередной пиар или между актерами действительно что-то есть, Туба сказала, что вокруг ее имени ходят очень много сплетен и слухов. И вам самим известен ответ на этот вопрос. Секундочку, сейчас самое лучшее время поставить лайк, прокомментировать это видео, а также подписаться на канал, если вы этого почему-то еще не сделали. Димет Оздемир на этой неделе дала интервью. Журналисты сказали ей, что у нее безупречный вкус, на что Димет сказала, что это часть ее работы. Ей показывают тот или иной образ стилиста, и она его надевает. И ей очень приятно, что людям он нравится. Также Димет сказала о том, что следит за скидками в магазинах. Деньги, которые мы зарабатываем, нелегкие. Я не могу ими разбрасываться. Я могу сказать, что всегда покупаю дорогую обувь и сумки, так как это очень важно для меня. Тем не менее, бренды не имеют никакого значения. Главное, чтобы они подходили по цвету
и стилю. В остальном же я всегда слежу за скидками. Я не просто так перевела для вас интервью Ханде Эрчел. Из интервью стало понятно, что Ханде Эрчел активно читает новые сценарии и рассматривает новые проекты. И есть большая вероятность того, что очень скоро мы узнаем, что у Ханде Эрчел появился новый проект. Также актриса поделилась на этой неделе вот этими фотографиями, которые она делала специально для интервью журнала InStyle. А вот что пишут турецкие таблоиды об этих фотографиях. Как вы думаете, это вообще нормально? Напишите, пожалуйста, свое мнение. Может быть, конечно, только я так думаю, но это как минимум оскорбляет ее не только как актрису, но как личность. Ко всему прочему, на интервью, которое я специально переводила для вас, видно, что журналисты ведут себя очень некрасиво по отношению к Ханде. Они постоянно ее перебивают и не дают договорить до конца. Мне кажется, это какая-то провокация. Напишите, пожалуйста, в комментариях, может, я не права, может быть, мне это все кажется, или на Ханде действительно очень сильно давят журналисты и пресса. Мне кажется, с этим нужно что-то делать. Дорогая моя Ханде, мне кажется, ты спокойно можешь обратиться в суд только ради этого заголовка. И я уверена, что ты выиграешь это дело. Керем Бурсин даже во время своего отдыха не перестает заниматься спортом. В Анадолу Эфес Студия Керем сказал о том, что если бы у него не получилась карьера актера, он бы с удовольствием стал тренером бокса. Также на этой неделе Керем Бурсин примет участие в организации N Women ACA, проектом ООН, занимающимся вопросами гендерного равенства, расширения прав и возможностей женщин. Встреча состоится 18 ноября. Также участие в ней примет актриса Özge Özpirinci и наша певица Маниша. Новости Джана Ямана. Джан Яман на этой неделе очень сильно обрадовал всех турецких поклонников вот этой фотографией. А именно не фотографией, а текстом под ней. Немножко турецкой атмосферы возле Колизея. Также наконец-то вышел вот этот вот ролик, в котором показывалось, как Джан посещал детишек в больнице, заходил в каждую палату и раздавал подарки детям. Журнал Ки на этой неделе опубликовал интервью Кабины Сиди, который снимался в Синдакане 20 лет назад. Актер сказал о том, что он верит, что Джан Яман также хорошо справится с ролью. Фанаты Джана Ямана буквально не дают жизни актеру. В связи с этим менеджер Джана Ямана написала: «Могу ли я вас попросить понять то, что я собираюсь вам сказать? Все чаще и чаще Джан находит своих поклонников перед входной дверью. Не перед входной дверью в дом подъезда, а именно перед входной дверью своей квартиры. И не только это. Часто те, кто находит дверь закрытой, начинают звониться в домофон и просят Джана выглянуть в окно и послать им приветствие. Как вы знаете, Джан очень много работает, и каждое утро ему нужно рано вставать на съемки. Когда Джан остается вечерами дома, он учит сценарий для будущего дня. И иногда он ложится спать уже в 10 часов. Представьте, что вы идете уставший домой и обнаруживаете кого-то на лестничной площадке. Или просыпаетесь всю ночь от того, что домофон звонит по ночам. Я думаю, что не стоит объяснять кому-то из вас, что эти проявления не означают любви либо привязанности. Это уже называется назойливость и ущемляет права защиты своей частной жизни и своего личного пространства. Если вы искренне уважаете Джана, вы должны его защищать и следить за тем, чтобы он мирно жил в нашей стране, а не за то, чтобы он защищался от проявлений чрезмерной назойливости в своем доме. Я уверена, вы поймете мое письмо и распространите мое послание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а также пишите комментарии. И знайте, я всегда вам отвечу, так как для меня это большое удовольствие. Увидимся с вами на следующей неделе, а сейчас хорошего вам дня!